Приветики! Вот примерно вот так вот рисуют работу фрилансера в интернете, только в этой руке не хватает еще какого-нибудь коктейля. Но на самом деле все не так радужно, и если бы все было так просто и классно, наверное, все бы уже были фрилансерами. В общем, в этом видео я расскажу о том, о чем не принято рассказывать среди фрилансеров, среди моих коллег-блогеров о фрилансе, о том, что же бесит каждого фрилансера. Первое – это непонятные и неадекватные клиенты. То есть, если мы работаем с одним человеком, назовем его начальником постоянно, мы уже изучили его психологию, мы уже изучили привычки его, мы изучили уже его какие-то заморочки и знаем, на каком коне к нему подъехать. А здесь нужно каждый раз начинать все сначала. Мы начинаем общаться с человеком, например, в интервью, и мы не знаем, что это за человек, мы не знаем, чего от него ожидать, мы не знаем, в каком он сегодня настроении, например, находится. А это, кстати, тоже достаточно сильно влияет на то, как он себя будет вести по отношению к нам, как к фрилансеру, как к исполнителю. Да и в случаях, если клиент уже проверенный, не обязательно следующий заказ будет идеально гладким, даже если предыдущий был именно таким. И да, не стоит забывать, что у нас есть в Upwork, например, показатель успешности труда, GSS, и он зависит от многих факторов, но в основном от отзыва клиента. И именно от того, какой отзыв оставит клиент и в каком он, например, настроении будет в тот момент, когда он будет оставлять этот отзыв, зависит наш этот показатель успешности труда. Расскажу на своем примере. Примерно в начале февраля, перед тем, как в нашей стране началась война, у меня был интересный заказ. Поскольку я сама блогер и сама ведущая, работала достаточно долго, я откликнулась на заказ, что-то типа: у меня есть текст на английском языке, пожалуйста, переведите его на русский язык и на украинский адаптируйте, и снимите видео с этим текстом. То есть там нужно было прорекламировать какую-то фирму, которая занимается набором фрилансеров именно для работы в Америке. То есть непосредственно какая-то компания занимается набором фрилансеров, грубо говоря, как вот на Upwork мы можем работать. Так можно работать с какой-то компанией, которая уже зарегистрирована в Америке и сама ищет себе фрилансеров русскоязычных. На тот момент я только начинала вести свой канал и подумала, почему бы нет, окей, я сниму такое видео. Я записала это видео на русском и на украинском языке. Эти видео на тот момент стоили каждое по $50, там было буквально по 1,5 минуты текста. Я отправила их клиенту, клиент был очень рад и доволен тому, что получилось. Но на тот момент я не закрывала заказ, поскольку думала, что еще, возможно, будут какие-то заказы от этого клиента. Далее, когда у нас начались боевые действия, этот клиент написал мне, что ему очень жаль, что у нас так происходит, что он хочет помочь, и скинул мне как бы чаевыми еще плюс $50. Ну, как бы на тот момент мне было немного не до этого, я была рада, но было немного не до того, чтобы вообще разбираться, что там и как. Я написала ему спасибо и забыла об этом. Далее, вот месяц назад, в июле месяце, мне снова написал этот клиент, спросил, все ли у меня хорошо, как у меня дела и могу ли я снять похожие видео для него. Я написала: да, скидывайте, пожалуйста, Milestone создавайте и скидывайте мне данные для видео. Клиент при этом не создал свой Milestone, то есть отдельный подконтракт в контракте, он просто мне скинул информацию, не закрывая прошлый контракт, и попросил снять видео. Я открыла текст, перевела его и поняла, что на этот раз он хочет рекламировать не фрилансерскую фирму, он хочет рекламировать какую-то фирму, которая занимается рекрутом девушек в страны типа Китая и так далее, для того, чтобы они занимались развлечением клиентов, что-то подобное. Естественно, я решила, что такую рекламу я делать не хочу, и мне это не интересно. Написала об этом клиенту, что простите, пожалуйста, я не могу по этическим нормам сделать этот заказ, но поскольку как бы Milestone и не создавался, вы просто мне скинули информацию, я говорю, что нет, я не хочу выполнять этот заказ и светить своим лицом в подобной рекламе. На что клиент через один день закрыл весь вот тот вот контракт, который был открыт еще в феврале месяце и которым он был доволен, с одной звездой.
Что он оставил в личных сообщениях, скажем так, в личном отзыве, можно только догадываться. Скорее всего, тоже по одной звезде, и вообще написал, что я не владею там ни английским, не умею ничего делать, и вообще все навыки и все что угодно там у меня на нуле. И в этот момент мой GSS очень-очень хорошо просел. Конечно же, в такой ситуации можно попробовать открыть диспут, но это уже совсем другая история, и достаточно часто она длительная, а работать уже нужно сейчас как-то с вот этой вот единицей в профиле. И вот заходит новый клиент и видит, что у меня там все пятерки, четверки, 4, 5 и так далее, а тут у меня, значит, единица за заказ. Замечательно. Второй момент, который бесит, это неадекватные правки. Тоже история буквально вот недельной давности. Я уже несколько раз монтировала видео для одного клиента. Смысл монтажа заключался в том, что он мне отправляет голос за кадром, мне нужно найти стоковые кадры, стоковые изображения и видео и смонтировать из них ролик рекламный. Длительность этого ролика где-то от 1,5 минуты до 2 минут, и стоимость такого ролика $50. Меня это устраивает, поскольку на монтаж такого ролика у меня обычно уходит там час-полтора времени, то есть ставка получается там в районе $20 в час, и меня как бы все устраивает. 2 раза я отправляла подобные ролики этому клиенту, он буквально там делал одну правку, просил там один кусочек маленький заменить, один футаж, и все было хорошо. Но в последний раз он мне снова написал с такой же задачей. Я скачала голос за кадром, сделала ему ролик, отправила, и знаете что? Он мне отправил целую кучу правок. Это было не то, что целая куча правок, я вам покажу скрин. Это были правки практически вот на каждом шагу, то есть каждый момент видео нужно было заменить. Ладно, я заменила каждый момент видео, я заменила каждый футаж. Причем клиент мне не написал, на что заменить. Он просто написал: вот это мне не нравится, замените, пожалуйста. Я отправила это клиенту, и клиент исчез, и вот по сей день, по сей момент его нет. Я ему уже писала, как бы, но никто мне не ответил. Что будет дальше в этой истории, расскажу в одном из следующих видео, но такие моменты бывают, и нужно понимать, что на фрилансе при работе с людьми, а это прежде всего люди, наши заказчики, бывают вот такие вот моменты, которые зависят непонятно от чего, непонятно от каких факторов, и неадекватность там тоже присутствует. И я уже не говорю об одном замечательном клиенте, который был у меня в марте, который хотел, чтобы я ему отредактировала видео в Adobe After Effects, у него был определенный шаблон, и нужно было в него внести правки. Заказ тут был на $200, и клиент написал мне, что да, все окей, делайте заказ, отправил мне оффер, я его приняла, начала делать заказ, дальше я ему отправила правки, а дальше он мне написал, что ой, а я не хочу с вами работать, потому что вы из Украины. Я сначала не посмотрела, что вы из Украины, но я не хочу с вами работать. И расторг в тот момент контракт. Следующий момент — это невозможность контролировать свое время. То есть, казалось бы, если вы фрилансер, наоборот, классно, вы можете работать в любой момент, когда вам удобно и где вы хотите. Но по факту, если вы работаете с клиентами из разных часовых поясов, вам может быть очень и очень сложно, поскольку заявки вам, например, желательно отправлять ночью. Дальше вы отправили эти заявки, допустим, там с 11 до 2 до 3 ночи, и вам там в 4-5 ночи могут начать отвечать. Потом вам поотвечали, вам кинули оффер, вам нужно уже начинать садиться выполнять это задание в зависимости от того, сколько же времени вам на него дали и сколько времени хочет на это потратить клиент. А если вы, например, делаете несколько заказов с клиентами из разных часовых поясов, то это может быть вообще очень-очень сложно, поскольку в тот момент, когда один спит, другой бодрствует, он вам отправляет правки, потом этот пошел спать, следующий проснулся, он вам тоже отправляет правки, а вам вообще некогда ни поспать, ни поесть, ничего делать, вы уже как сова вот так вот там с тоннами энергетика или кофе ходите и вообще не знаете, что вам делать и как это все успеть сделать. А бросать-то заказы не хочется или отказываться от заказов не хочется, поскольку это деньги и это наши заработки. Также клиенты очень часто обещают скинуть, например, данные или правки или что-то в одно время, но по факту скидывают их в другое время. И вы никогда не знаете, когда же вам напишет ваш клиент. И, например, я в последнее время всегда буквально хожу с ноутбуком, где бы я ни находилась. Я беру с
собой ноутбук для того, чтобы первое, это принимать офферы, поскольку с телефона очень часто оффер невозможно адекватно принять. Второе, это для того, чтобы, если что, внести быстренько там какие-то правки, буквально где бы я ни находилась. То есть я нахожусь там, например, в аквапарке, я беру с собой ноут туда, и если мне присылают какие-то небольшие правки, которые я знаю, что смогу выполнить за час, я беру ноут и выполняю этот заказ, доделываю и вношу правки. И если ты делаешь заказ, ты постоянно находишься в психологическом напряжении, потому что ты никогда не знаешь, когда тебе напишет очередной клиент, когда тебе кинут инвайт, когда тебе ответят, когда тебе скинут правки или еще что-нибудь напишут и так далее. То есть, по сути, ты не можешь управлять своим временем, поскольку, да, ты можешь отказаться от заказа, если, например, тебе его скинули, но тебе же не хочется от него отказываться. И в итоге ты планируешь делать одно, например, там, оделась, накрасилась, решила пойти погулять. По факту мне скинули заказ, и все, вся прогулка отменилась, потому что, ну вот в этот момент нужно его сделать. То есть, либо я остаюсь там и за $50 делаю заказ там за час-полтора, либо я иду по своим делам. И тут уже приходится выбирать, и чаще всего выбор идет не в сторону досуга, а в сторону работы. Ну и последний бесячий момент на сегодня – это невозможность контролировать и предсказывать свои доходы. То есть один месяц ты можешь заработать $1000, второй месяц ты можешь заработать $500, третий месяц, например, если там по каким-то причинам снизился рейтинг, или, например, как вот август был лично у меня вообще какой-то провальный месяц. То есть я там за август реально заработала около $300, чего никогда таких цифр вообще не было. Возможно, действительно есть определенная сезонность в Upwork тоже и в фрилансе тоже, скорее всего, она есть, как и в любой другой деятельности. Но когда ты не можешь реально предсказать, в каком месяце и как, и в каких количествах у тебя будет работа и деньги, то есть доходы, это достаточно сложно. Но так, кстати, в любой предпринимательской деятельности, то есть если вы, например, предприниматель, если у вас, например, грубо говоря, своя кофейня, вы тоже не можете никогда сказать заранее, какой доход у вас будет в тот или иной месяц. А в некоторых случаях у вас могут быть сплошные расходы и никаких доходов. Такое тоже бывает. Ну и напоследок отдельным пунктиком я выделю клиентов, которые начинают интервью буквально там с 20 человеками сразу. Ты заходишь, смотришь, и даже вообще не хочется с этим клиентом переписываться, поскольку ты понимаешь, насколько сильно он будет тебе, скорее всего, в дальнейшем трепать нервы, насколько он будет требовательным, если он на начальном этапе не может определиться с тем, кого он хочет выбрать, и готов переписываться там с 20 человеками одновременно, то что будет дальше, я думаю, в принципе, понятно. И с такими клиентами, лично по моему опыту, обычно никаких хороших проектов и хороших дел не происходит. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также переходите в мои социальные сети, в Instagram, в TikTok и в Telegram-канал. Буду вас там рада видеть, а также пишите в комментариях, что вас бесит в фрилансе, если вы уже фрилансер, какие у вас есть бесячие моменты. И до новых встреч в новых видео. Пока!